Так, друзья, цилиндр, поршень я поставил, наживил крепление вот этой вот группы, вот, но не затягивал. Объясню почему. Сначала нужно поставить шлангочки, потому что вот эти вот стойники, вот, они держатся на вот этих же винтах, вот, а трубки, ну, не идеально все совпадает, поэтому лучше сначала наживить трубки, вот, может быть даже закрутить их, а потом уже затягивать уже вот эту вот часть, вот. Поэтому, ну, это моя рекомендация. Сейчас будем закручивать и затягивать. Так. Затягиваем, но без фанатизма, чтобы резьбу не сорвать, потому что силы достаточно, а сорвать резьбу или закрутить так, чтобы потом не открутить, много ума не надо. Вот. Уже после того, как мы вот это зажали, теперь уже можем затягивать, опять-таки поочередно, поджимаем уже эти винты. Так. Есть. Следующим этапом возвращаемся к вот этой мембране клапана. Вставляем направляющие, которые удерживают ее. Так. Установили. Теперь переходим к поршневой высокого давления и к блоку охлаждения. Сейчас мы его подготовим, попротираем, посмазываем и будем тоже одевать. Так. Это есть. Теперь верхняя часть. Сейчас мы точно так же ее приведем в порядок и водрузим ее на место. Так, подготовили. Главное, чтобы мембрана была по центру и никуда не сместилась, иначе будет и трындец. Сразу вставляем шпильки. Они у нас направляющие, чтобы ничего не сместилось, ничего не перекосилось. Опять-таки мы их не затягиваем, а только наживляем. Так как нам сейчас предстоит одевать сюда трубку. Поэтому у нас еще, как говорится, вот голова еще немножко ходит, а трубочку мы будем сейчас одевать. Так. Нет, вот так.
Видите, он так руками даже закручивается. А если бы мы затянули голову, было бы проблематичнее. Иногда бывает такое, что можно и резьбу срезать гайкой. Поэтому все-таки я решил лучше наживить. А теперь уже затянуть. Опять-таки мы это делаем крест-накрест. Не забываем. Есть. Дальше зажимаем уже вот эти две гайки. Сейчас зажму их и продолжим. Так, гайки я позажимал, проверил все. И финальное теперь, что мы еще проверим, это вот этот клапан. Как он тут себя чухает. Такое. Все. Видите? Мешало бы это теперь все точно так же прочистить. Сейчас мы его приведем в порядок. Точно так же назад установим. Так, немножко привели в порядок. Пружина, конечно, обычная черная. Вот. Чистил, ну, еле очистил. И то все равно ржавенькая. Вот. Пробку тоже немножко вычистил. Назад закрутим, теперь подожмем. Так. Ключ на 17. Ну, в принципе, остался теперь назад закрутить манометр. В зависимости, как поставить его, по-другому становится. Ну, в принципе, все основное сделали. Так, теперь что нам остается? Остается нам подключить электронику, электронный термометр и опа, электронный манометр, датчик давления. В принципе, все. Можно запускать, пробовать. Так, перед запуском я вот сижу и думаю, а может быть действительно этот шток поршня высокого давления, может быть, его нельзя было фиксировать полностью. Может, с учетом того, что вряд ли китайцы настолько идеально все сделали, все подогнали, что этот шток идеально ходит. Может быть, вот этот вот микронный люфт, он и должен присутствовать для того, чтобы он ходил по камере вот, свободней. Вот, потому что я боюсь, что могу наделать проблем. Вот. Сейчас я его зажал. Он будет шкарябать где-то там. Вот. И не факт, что это будет хорошо. И вот тут вот палка двух концов. Вот. Правильно ли я сделал? Или неправильно я сделал?
пока не запустим. Понятно, что, скорее всего, что он, может быть, и заработает. Вопрос, что будет через какой-то промежуток времени, после определенного времени эксплуатации. Тут уже никто не знает. Поэтому сейчас подумаю и буду уже принимать решение, запускать его или все-таки вернуть этот шток в обратное положение, как он и должен был быть, с легким люфтом. Так, друзья, подключил помпу. Подключаю осушитель. Ну и осушитель поставил заглушку. Так. Давление поставим. Чтобы по-взрослому сразу 300. Ну, вперед. О, травит. Вот тут травит. Я думаю, что такое? Что такое? И где-то еще. И где-то еще травит. В основном вот здесь вот он. Ну, будем разбираться дальше. Итак, друзья, немного уплотнил я с помощью герметика вот эту трубку, там где выходил воздух. Ну, опять-таки, сейчас попробуем те же 300 атмосфер качнуть после моего обслуживания. Так, все равно до 300 докачала, но где-то все равно стравливает. Ну ладно, это такое дело, то буду разбираться. Ну, по крайней мере, качает довольно-таки быстро. Ну, и чтобы не быть голословным, вот, сейчас заодно сразу и протестируем. Вот, накачаю винт, резик. Давление поставил 300. Вот. Кто-то скажет, типа, зачем так много? Объясню. Данные компрессора, которые идут, ну, по крайней мере, с фабрики, с производства, вот, у них установлен, допустим, 300. На вот том манометре показывают 300. Вот, а виковский манометр, который на винте, будет показывать 250. То есть, поэтому, когда я здесь качаю 300, вот, манометр на винте будет показывать 250. Вот. Ну что, поехали.
Ну, как я и говорил, желательно сначала дальний. То есть первый отстойник открывать, тут всегда больше выходит вот конденсат. Вот, чтобы если открывать первый, вот, то оттуда будет вылетать вся влага сюда. А если она сюда наберется, будет, естественно, больше подаваться на заправку к заправочному штуцеру. Вот. Так. Ну, как я и говорил, сейчас я покажу. Виковский манометр показывает 250. Так что, ребята, вот такой вот ремонт, ну или обслуживание. Ну, по крайней мере, я посмотрел, что внутри, подведем итог. Вот, оценил обстановку. То есть не так уж и плохо. В принципе, периодически надо в него залазить и, соответственно, делать ТО. Вот. Тогда я думаю, что если качать только резики винтов, то я думаю, что надолго его должно хватить. Вот. Повторюсь, вот я снимал видео по поводу баллона высокого давления и манометры, которые стоят на нем. Я ставил один, второй, они не выдерживали. Потом наконец-то я подороже купил, нашел, поставил. То есть он стоит, пока работает все ровно, идеально. Вот. Поэтому хочу сказать, что баллоны я уже относительно давно не качаю насосом этим. У меня 2 баллона. Вот, я их вожу на заправку, вот, и заправляю их в специальной конторе, которая занимается этим. Вот. А данный компрессор в основном я использую для заправки именно резика. Вот. Заправил, вот, выехал за город, с собой взял баллон. Вот. Дальше уже дозаправил баллоном. Вот. Ну, кто-то скажет, типа, нафига, если есть баллон, зачем тогда то, зачем тогда то. Ну, ребята, скажу так. И компрессор хорошо, и баллоны хорошо. Смотря когда, смотря зачем, смотря для чего. Так что не осуждайте. Как есть, так снял. Всем спасибо. Всем всего хорошего. До свидания. Счастливо.